Привет, я научу тебя делать карты в творческом режиме Fortnite. Меня зовут Дима, мой ник Brother 2S, я партнер компании Epic Games, у меня есть код автора и у меня уже больше 18 творческих карт. В этих видео, которые я сейчас запускаю, это целая серия видеороликов будет. Я буду показывать тебе, как создавать карты, с чего начать, как зайти, как настроить, как опубликовать. Все поэтапно от А до Я, как говорится. Поэтому пристегивайся, ставь лайк, подписывайся на канал. Погнали! Итак, чтобы начать создавать творческие карты, пользовательские острова по-другому называются, есть два способа. Первый способ, самый простой, это взять творческий режим в Fortnite. Автор этого режима Epic Games, он находится во вкладочке Epic Games. Если вот так вот у тебя не получается найти, листай страницу в самый-самый-самый-самый низ, и в самом низу обязательно будет вся строчка предложенных Epic Games игр. И здесь есть вот креатив, называется, творческий режим. Нажимаешь на этот режим, выбрать и загружаешься на него. Есть еще второй способ, но этот способ немножко продвинутый, он уже больше предназначен для тех людей, которые шарят, которые уже не первый раз это делают, которые уже разобрались в этом. Это Unreal Editor для Fortnite. Вот такой движок, такая программа, которая предназначена непосредственно для того, чтобы создавать пользовательский контент, и там немножко больше функций, там есть еще возможность программирования, прописывания кода на языке Verse, то есть добавление каких-то дополнительных устройств. Но о нем мы поговорим вообще очень-очень попозже, потому что это очень непростая штука. Давай приступим к тому, что у нас сейчас актуально. Итак, нажимаем творческий режим, играть и ждем, пока загрузится. Пока грузится, по традиции, давай не забудь зайти в магазинчик, нажать кнопочку поддержка автора, ввести мой код GTRAP, нажать поиск, чтобы поддерживать меня всеми своими покупками. Итак, смотри, мы с тобой находимся в лобби для творческого режима. Здесь только один будет терминал стоять. Если ты будешь заходить в пати с кем-то, с друзьями, например, то тут будут стоять терминалы каждого из вас. Подходишь к терминалу, он светится зелененьким, нажимаешь на него, и здесь ты должен создать новый остров. Нажимаешь «Создать новый остров», тебе предложены начальные острова, варианты, которые ты можешь использовать. Здесь множество вариантов разных размеров, поэтому рекомендую тебе каждый из них посмотреть, что он из себя представляет, какие в нем есть отличия от других. Вот есть острова шаблоны, которые помогут тебе, допустим, иметь уже какие-то постройки, какие-то уже основные моменты на острове. Вот есть, видите, Lego режим, допустим, Fall Guys, уже готовые какие-то, то есть это острова других авторов. Берем начальный остров, давай, например, возьмем элементарный вот с платформой. Но это огромный, например, остров, это крупный остров, это остров с сеткой. Давай вот площадка. Вот, возьмем площадку. Называем его, например, тест. У нас будет называться тест. Подтвердить и ждем, пока загрузится остров, или можем сразу ставить на телепорт, и когда остров загрузится, нас телепортирует на него. Смотри, мы заспавнились наверху. Видишь, в воздухе, в небе. Можем пролететь, можем сразу нажать 2 раза пробел и включить режим полета. Это удобно для того, чтобы перемещаться быстрее по острову. Здесь в этом режиме можно регулировать скорость с помощью кнопки C, английская C. То есть ты можешь максимально замедлиться, например, вот как сейчас, или ускоряться вот до 10 скорости. То есть тут есть разные режимы. Давай с тобой сейчас поймем, что же это такое. Мы здесь можем создавать все, что угодно. Для того, чтобы нам не спавниться постоянно в небе, для того, чтобы нам было комфортно, мы сразу появлялись там, где мы находимся. Давай включим, во-первых, творческий режим именно редактирования. Для этого нужно нажать кнопочку английскую P. У тебя появляется телефон в руках, нажимаешь табуляцию, она находится над капслоком. И здесь у тебя выскакивает менюшка. Что у нас тут есть? Сейчас нас интересует с тобой вкладочка «Устройство». Нажимаем на нее, и здесь нам нужно с тобой найти вот такую штуку. Точка появления. Можно ее 2 раза клацнуть, взять в инвентарь, чтобы она у тебя была, чтобы ей пользоваться в процессе. А можно сразу нажать кнопочку «Разместить», и она у тебя появится.
Здесь я буду тебе сразу говорить основные моменты по ходу дела, поэтому старайся либо записывать, либо запоминать их. Здесь, когда ты размещаешь какой-либо объект, есть два режима. Видишь, слева появилась у тебя такая мини-навигация. Вставить, отладить, отдалить, притянуть, повернуть по часовой, повернуть против часовой и так далее. Здесь есть кнопочка одна — падение. Если падение выключено, вот там, где я поставил, там этот предмет и зафиксируется. Вот он будет вот так вот стоять в воздухе. Вот. Чтобы взять этот предмет, просто взять и переместить, нужно нажать правую кнопку мыши. И тогда ты можешь его перемещать куда хочешь. Если ты хочешь этот предмет продублировать, скопировать, ты нажимаешь левой кнопкой мыши и левой кнопкой мыши вставляешь, потом правой кнопкой отменяешь. Все, у тебя их стало 2. Нам 2 не надо, поэтому на X кнопочку мы один удаляем. И этот берем правой кнопкой мыши, нажимаем кнопочку G английскую, чтобы предмет упал у нас на пол. И нажимаем поставить. Все, предмет приземлился. Это наша точка появления на острове. Смотри, если мы сейчас начнем игру, то мы заспавнимся здесь, а не в небе, видишь? Мы уже не летим с неба, мы уже спавнимся на этой точке появления. Точку появления можно настраивать по-разному. Это я буду, наверное, показывать в отдельных мини-видосиках, потому что точки появления имеют характеристики, как, например, когда она активна, во время игры всегда включена, или до игры, или только во время того, как ты редактируешь карту, как сейчас, например, да, ты можешь ее поставить в удобном месте, но она, когда человек будет играть, не будет активна. Если у тебя карта рассчитана на несколько игроков, точнее, на несколько команд разных, то ты можешь здесь поставить, что этот спавн будет только для команды 1. Например, в другом месте спавн только для команды 2. В целом, давай на примере вот этой точки появления разберем, что есть вообще практически во всех устройствах, которые есть в игре в творческом режиме. Здесь есть несколько вкладочек вверху. Первая вкладочка, она дублируется во второй вкладочке, поэтому я, в принципе, никуда сюда не захожу. Я сразу включаю вторую, здесь полностью все настройки расположены. И плюс вот эта вкладочка также бесполезна, как по мне. Предпоследняя и последняя — это вкладочки, которые настраивают взаимодействие этого устройства с другими устройствами. Предпоследняя — это то, что к этому устройству поступает, тот сигнал, который поступает к этому устройству. Последняя — это тот сигнал, который это устройство отправляет. В общем, давай возьмем другое какое-нибудь более адекватное устройство, чтобы было понятно. Кнопка, например. Давай кнопка. Вот у нас есть. Сейчас я отключаю падение на букву G, чтобы кнопочка зависла в воздухе. Вот у нас кнопка есть. Кнопка может делать несколько разных вещей. Во-первых, она может телепортировать. Во-первых, она может запускать таймер. Второе, она может телепортировать. Где у нас телепорт? Вот. Она может награждать. Награды, например. Она может активировать, по сути, практически любое устройство. Эта кнопка может, например, сделать так, что у тебя появится что-то, допустим, заспавнится катер, машина там или еще что-то. То есть она может переносить, она может снимать барьер, она может делать много чего. Давай посмотрим, как это выглядит на реальном примере. Вот у нас кнопка, мы на нее нажимаем. И здесь у нас время взаимодействия. Мы можем оставить мгновенно, тогда человек, нажав на кнопку, мгновенно получит то, для чего эта кнопка предназначена. Но мы давай поставим с тобой, например, взаимодействие 1 секунду, чтобы было видно, как мы с ней взаимодействуем. Активная команда, активирующая, мы оставляем как есть, мы ничего не меняем. Это тонкая настройка, которая нужна только для того, чтобы распределить, если у тебя разные команды, если у тебя разные есть люди, взаимодействующие с этой кнопкой. Вот. Инвертацию тоже мы не трогаем. Это отдельная категория. Вообще это очень редко вообще используется. По сути, практически никогда даже не используется, наверное. Разрешенный класс оставляем как есть, потому что это тут у нас мы классы не ставим. Сейчас у нас просто игра для всех. Да, каждый может взаимодействовать. Вот. Также количество срабатываний мы можем оставить бесконечное, либо ограничить это количество 1, 2, 3, 4 и вот так до 10. То есть мы можем ограничить максимум 10 нажатиями. Либо это будет бесконечное нажатие. Задержка. Задержка — это когда ты нажал кнопку, через какое время у тебя произойдет событие.
По умолчанию задержка нулевая, то есть ты нажал кнопку, событие сразу произошло. Если здесь поставить значение какое-нибудь типа там вот максимальное 1200 секунд, это 20 минут, то ты нажал кнопку, через 20 минут у тебя произойдет событие. Задержка сброса то же самое. Если мы, например, здесь поставим, допустим, там 5 секунд, да, максимум, по-моему, у нас. А нет, не 5, больше максимум. Максимум тут, по-моему, 900 вообще. 20 минут также, 1200 секунд. Вот, мы можем поставить, и тогда ты нажал кнопку, и она станет активна только через вот это время, которое ты здесь установил. Вот, мы пока оставляем по умолчанию все. Звук триггера — это будет воспроизводиться звук при срабатывании устройства. Можно его отключить, можно включить, это уже на усмотрение на твое. Также включение в начале игры. У нас сейчас она будет включена, но можно сделать так, чтобы кнопка была выключена, но при определенных событиях она включалась. Тогда мы здесь ставим выключено и настраиваем взаимодействие с другими устройствами. Сейчас она у нас включена. Текст при взаимодействии. Давай так тоже напишем. Тест. Отображение в игре. Ты можешь сделать, чтобы она отображалась в игре. И мы сейчас еще вторую сделаем, которая не будет отображаться. Кнопочка радиус. По умолчанию стоит просто кнопка, но ты можешь здесь увеличить радиус на до, там, по-моему, 2,5 метра максимум. Если ты так сделаешь, то вот на расстоянии 2,5 метров от кнопки ты уже сможешь с ней взаимодействовать. Это нужно, там, например, когда на батутах прыгаешь, например, да, и нужно, чтобы у тебя было быстрое взаимодействие с кнопкой. Все. То есть мы здесь оставляем. И теперь давай продублирую. И вот здесь вот у нас будет кнопочка, которая будет не видна в игре. Чтобы просто показать тебе, как это выглядит. Теперь мы настраиваем взаимодействие. Нам на данный момент нужно, чтобы эта кнопка отправила сигнал. Мы нажимаем последнюю вкладочку. При взаимодействии кнопка отправляет сигнал на устройство. Выбираем здесь устройство. У нас есть награда. Accolade — это награда. Мы здесь нажимаем «Наградить». Потом у нас есть, к примеру... Давай так. Давай оставим так сейчас и протестим. Чтобы не было у нас сразу всех устройств. Награды не видно по умолчанию. Их не надо настраивать видимость, невидимость. Их никогда не видно. Все, видишь? У нас здесь кнопочка «Тест» написано. А вот здесь невидимая кнопочка «Тест». То есть она не отображается в игре, но если подойти в эту область, то мы ее можем нащупать. Вот она. То есть это по сути тоже вот секунда, и она включается. Но там ничего не настроено у нас, поэтому давай на этой. Нажимаем. Хлоп. Средняя награда опыт. Это дефолтные настройки награды. Все. Нажимаем еще раз. Опять награда опыт. Нажимаем еще раз. И снова награда опыт. И так, пока ты будешь нажимать. Вот, звук идет, а не отображается. Это проблемки уже в творческом режиме. Так, дальше погнали. То есть мы с тобой разобрали, что такое основные настройки какого-либо устройства и что такое взаимодействие, отправка сигнала. То есть мы здесь также можем добавить тот телепорт, который мы поставили, нажать телепортировать при нажатии кнопки и, допустим, таймер запустить. Вот, давай теперь посмотрим, как... Я не то нажал, вернуться в центр нажал. Да? А нет, все нормально. Теперь при нажатии кнопки нас телепортнет вот сюда и запустится вот этот таймер. Смотрим. Телепортировало. Таймер вот идет. Видишь? Как это все работает. Вот такое взаимодействие получается у всех этих устройств. То есть при нажатии отправляется сигнал. Погнали дальше. Теперь мы можем сделать так, чтобы эта кнопка в начале игры была выключена. Мы нажимаем вот здесь включение в начале игры, отключено. Но при этом предпоследняя вкладочка — это тот сигнал, который приходит на это устройство. При получении сигнала «Включить» мы добавляем сюда другую кнопку, которую мы поставили невидимую, при взаимодействии. Тут нет вариантов выбора, потому что это устройство только кнопка, только нажимание. Все. Нажимаем. Теперь у нас вот эта кнопочка будет желтеньким светиться, она будет неактивна. Чтобы она стала активна, нам нужно нажать вот эту. Смотри, как это выглядит. Вот, видишь, кнопка неактивна, мы не можем на нее нажать. Но если мы подойдем вот к этой, к невидимой, нажмем на нее,
оп, у нас засветилась зелененьким вот эта кнопочка. Теперь мы можем на нее нажать и выполнить действие. Все, это в целом касается всех абсолютно устройств, которые есть в творческом режиме. То есть ты можешь настраивать таким образом взаимодействие абсолютно всех девайсов. Это просто я тебе показываю на примере кнопки. Тут может на месте кнопки быть, например, вот этот таймер. Его также можно настраивать вот здесь по вот этим настроечкам. Длительность можно настраивать. Можно направление отчета обратный или прямой отчет, чтобы был. То есть уменьшаться будет сумма или идти от одного до какого-то определенного значения. Название можно давать таймеру. Можно запустить в начале игры его, либо не запускать в начале игры, а запустить за счет какого-то устройства. Возможность взаимодействия. Если он будет стоять в игре и здесь будет стоять дата, тогда человек сможет подойти и запустить его, либо остановить, то есть с ним взаимодействовать. Если поставить нет, то человек не сможет с ним взаимодействовать, игрок. Вот. Можно поставить только запуск или только завершение. То есть здесь настроечки эти все выставляются вот тут. Вот. Также есть отображение. В игре можно оставить только таймер, можно все отображать, а можно не отображать. Тогда его не будет видно. И есть еще отображение показывать в интерфейсе. То, что у нас на экранчике тикает таймер. Можно поставить, чтобы отображало, можно поставить, чтобы не отображало. Вот. То есть все настройки здесь вот нужно читать, разбирать. Здесь есть небольшое пояснение внизу. Когда данный параметр активен, для настройки на кого распространяется, выбрано значение все, таймер будет сброшен у всех. То есть тут можно читать описание. Это, в принципе, можно, скажем так, познать самому. Вот. Также предпоследняя вкладочка — это все, что приходит на это устройство. И здесь, как видишь, на таймере значительно больше разных функций. Не то, что на кнопке. Там было только включить и выключить. Здесь есть запустить, завершить, сбросить, приостановить, возобновить, включить, отключить, запустить для всех, приостановить для всех, возобновить, завершить, сбросить, сохранить, загрузить, удалить сохраненные данные и так далее. То есть видишь, много разных настроек, и эти настройки нужны в разных ситуациях. То есть тут нужно смотреть уже, какая конкретно у тебя ситуация, и настраивать, что тебе нужно в этом случае здесь. Также последняя вкладочка, она может при успехе этого таймера отправить события. То есть когда ты поставил 5 секунд, прошло 5 секунд, это успех. Вот. Все, при успехе этого таймера отправляет событие, например, телепортировать вот в тот телепорт. Давай, например, так и сделаем сейчас. Телепорт. Телепортировать. При этом у нас здесь будет 5 секунд. И теперь мы просто у кнопки уберем телепорт, чтобы его не было. Кнопка будет только запускать таймер. Вот, удаляем телепорт. И смотри, что происходит. У нас теперь взаимодействие идет у нескольких устройств. Кнопка одна невидимая, вот эта вот, включает кнопку нужную нам. Сейчас не нажал. Вот. Нужная нам кнопка нас не телепортирует, но запускает таймер. Видите, я поставил, чтобы его в игре не было видно, но наверху показывать в интерфейсе стоит. Закончилось 5 секунд, он нас телепортировал. Все, это связь, цепочка связи между устройствами. Так ты можешь целую архитектуру строить взаимодействий. Так ты можешь делать крутые задания, которые будут иметь какую-то последовательность действий. Вот. Награды. Также, если интересно какие-то конкретные вопросы по настройке наград, пишите, я буду записывать конкретно коротенькие видео. Так, тут все то же самое. Идет вторая вкладочка. Это все, что касается настроек самой награды, название, описание. Имей в виду, если ты поставишь название, оно во время игры будет отображаться. Вот, поэтому тут лучше ничего не ставить, если... Ну, зависит от цели, на самом деле. Вот, ограничение на количество. Если оно отключено, награда может бесконечное количество раз выдавать опыт. Если тут стоит ограничение, то здесь оно также ограничено 20 разами. То есть ты можешь максимум 20 раз выдать награду, и все, и она выключается и больше не выдает награду. То есть это опять-таки настраивается под твои конкретные нужды. Также размер рисунка, все вот эти настроечки, активно во время фазы, кто может активировать, только игрок или все, и так далее. Все это настраивается индивидуально под твои условия. То есть вот что касается взаимодействия
устройств. Также здесь, напомню, чтобы попасть вот сюда в режим, где у тебя есть менюшка, у тебя должен быть в руках телефон, как у меня сейчас. То есть для того, чтобы был телефон в руках, а не кирка, нужно нажать букву P английскую. Нажимаешь табуляцию, и вот твоя менюшка. Здесь помимо устройств, их море, куча разная просто. Здесь есть все. Здесь есть панель устранения, которая настраивается на то, чтобы какие-то были действия при устранении или при поражении, да, то есть там есть генератор существ, там есть много-много-много-много чего интересного, что можно использовать для создания карт. Также тут есть наборы или готовые элементы. Готовый элемент — это целое здание, например. Ну вот, к примеру, допустим, давай возьмем вот такой вот ледяной дворец. Здесь можно открыть и посмотреть, из чего он состоит. Видишь? Вот. Также можно взять его в инвентарь и поставить целиком. То есть ты нажимаешь в инвентаре, вот он у меня под циферкой 2, я нажимаю циферку 2. Сейчас я его приближу чуть-чуть к себе. Подлетим, посмотрим, где он становится. Вот тут вот и поставим. Давай. Хлоп, все, мы поставили целое здание. Есть одна проблемка, один нюанс. Если ты его неправильно поставил, его нельзя полностью одной какой-то кнопкой скопировать весь и развернуть, например. Вот мы бы хотели бы, чтобы он у нас был в другую сторону повернут. К сожалению, так это не работает. Тогда тебе нужно просто удалять все, что ты поставил. Если удалить с основания, то чаще всего удаляется практически все. Вот видишь, какие-то отдельные элементы остались, которые нужно доудалять. И поставить заново, нажать двоечку. Вот, я хочу его развернуть. Смотрю, что у меня написано. Я его и не могу развернуть. Вот как я стою, так он ко мне лицом, получается, и берется. Вот, тогда я должен стать вот с этой стороны, нажать двоечку, и тогда он будет у меня смотреть в эту сторону. Вот. Оп, и при этом я его поставил в воздух, видишь? Потому что не включил падение. Да, не откорректировал. В этом плане, конечно, поудобнее будет Unreal в некоторых вопросах, но на него прям сразу бросаться не стоит. Лучше, конечно, подготовиться. То есть есть небольшие трудности с размещением вот таких вот устройств, точнее не устройств, а таких вот конкретно готовых построечек, потому что не всегда понятно, как ориентироваться. Вот здесь, в принципе, видишь, по полу можно увидеть, что вот приподнят, вот на основании стоит. Вот по идее, вот так он должен стать на основание. Вот он стал на основание. Но у нас здесь нет никакого пола, видишь, поэтому есть небольшой зазор. Поэтому мы берем какой-нибудь наборчик, например. Давай назад. Пол. Берем какой-нибудь пол. Ставим. И все. И зазора у нас нет. Видишь, теперь он стоит у нас нормально. Вот. Таким вот образом ты можешь размещать. В наборах вот здесь ты можешь искать то, что тебе нужно. Здесь есть абсолютно разные приспособления, разные устройства. Не устройства, точнее, да, а элементы декора. Ты можешь, например, найти наборы полосы препятствий. Вот. Здесь ты можешь взять то, что касается полосы препятствий. У каждого набора есть название. Вот набор нитродрома, например. Ты можешь взять все, что касается нитродрома в этом наборе и построить что-то из этого. Здесь есть наборы целые крыш разных. Вот крыши красные, там крыши фиолетовые, крыши такие-сякие. Набор, например, бургерный какой-нибудь, да, там или что-нибудь еще. И из них ты можешь строить карту. Там есть стекло, там есть песок, там есть снег и так далее и тому подобное. Здесь огромная библиотека, которую нужно изучать. Вот есть такие прям поглощающие все пространство, даже элементы, которые не нравятся, не понимаю, как их можно где использовать. Но, наверное, творческий человек найдет приспособление. Вот такие разные штуки вот можно ставить, например. Сюда вот хочу разместить над входом. Я ее разворачиваю. Вот у меня слева на экранчике, видишь, написано, как это делать. На R и на E. Все. И вот здесь ориентироваться чуть попроще. Сетка, видишь, включена. Сетка помогает тебе видеть, где ты сейчас находишься. Вот если она в стене, значит это в стене. Если она перед стеной, значит перед стеной. Только надо развернуть, да? Вот. Оп. Все, вот так вот оно
некрасиво. Значит, утапливаешь стенку, все, оно теперь утоплено в стеночку. То есть ты смотришь для того, как тебе это комфортно и красиво размещать. Вот. Также можно менять. Допустим, вот я открыл здесь сейчас, могу взять, например, вот этот элемент и его поставить сюда. Мне хочется, чтобы здесь были окошки, допустим. Вот. Хочу, чтобы сюда можно было пройти. Убираю здесь клеточку, вот это все. Сюда можно попасть, теперь отсюда можно как-то выбраться. То есть все элементы можно менять, переставлять, удалять. Это что касается построек. Также можно брать какие-то отдельные просто стены, например, и строить из них. Давай возьмем всем известный красный против синего. Вот такие вот наборы. Вот здесь можно взять стену, например. Здесь можно взять пол. И вот мы с тобой можем строить из этого мероприятия целую карту. То есть мы ставим стены. Как это делается, да, как на карте мы видели. Стоят стены и пол. Все, там больше ничего... Ну, там, да, есть разные элементы. Можно их тоже там же в этой библиотеке найти. Все. Видишь, у нас уже с тобой получается вот такая вот площадочка. Здесь мы ставим точку, например, появления, спавна. И игрок будет спавниться у нас уже здесь. Где она у нас там была? Давай переставим. Вот. Это что касается основных моментов. Причем, смотри, видишь, игрок расположен лицом к стенке. Так он и будет спавниться. Можно развернуть, чтобы он спавнился и смотрел, например, вон туда вот на кнопки вдаль. Мы теперь загружаемся в игру, появляемся здесь и смотрим вот туда на кнопочки. Все. Что тебе еще важно знать? Все, что ты здесь делаешь в творческом режиме, автоматически сохраняется. Но бывают разные сбои, поэтому если вдруг что-то случилось, что-то поломалось, не расстраивайся, это ты не первый с этим столкнулся, такое бывает. Вот, дальше в этой менюшке, помимо готовых элементов, которые мы с тобой разобрали, это какие-то дома, постройки, целые деревушки, да, и так далее. Вот, например, вот это, если взять, вот взять надо нажать сначала, то это целый город практически. Ну, не город, целый квартал с басиком, с воздушным шаром. Я использую такую вот локацию на одной из своих карт. Мне она очень нравится, прикольно. То есть тебе не надо мучиться, строить вот это все. Ты взял сразу целую готовую локацию. Все, и у тебя уже здесь есть помещения меблированные, там все уже, что ты хочешь, готово. То есть, по сути, конструктор Лего только с готовыми элементами. Ты можешь брать вот такие элементы, один, например, вот второй элемент, там третий, четвертый, пятый, и таким образом создать целую классную карту с каким-то интересным дизайном. Вот. Дальше. Важные штуки, которые еще здесь есть, это оружие и предметы. Оружие — это все, что сейчас доступно для творческого режима, все, что ты можешь разместить. Здесь ты можешь справа нажать, например, показать все или, например, новое. Оно тебе показывает все, что новое сейчас в игре. Вот это вот сейчас считается в игре новым. Допустим, новое в этом сезоне можешь нажать. Можешь нажать взрывчатка, например, убрать две другие вкладки. Все, что взрывается, у тебя будет вот так отдельно выделено. Все, что горит, создает пожар, вот у тебя отдельно. Все оружие, которое используют охранники, да, или что это, не знаю, короче. И так далее и тому подобное. Здесь есть снайперские винтовки, здесь есть пистолеты, здесь есть разбивка на категории мифические, экзотические, легендарные, эпические. Вот ты можешь экзотически нажать, вот все, что экзотика, вот оно есть у тебя. Все, что мифик, вот. Все, что легендарный, вот. И так далее. То есть таким образом ты можешь сортировать. И предметы. Предметы, все, что есть в игре, некоторые вещи, которые хочется отнести, например, там, к категории оружия, они тоже здесь находятся. Например, вот преобразователь бури, который, по сути, дамажит. Вот, пожалуйста, банка со светлячками, которая тоже дамажит. Вот. Динамит, который тоже, по сути, оружие, да. Молния Зевса. Но это относится к категории предмета. Оно все находится в этой вкладочке. Здесь можно все это брать и использовать. Как это использовать? Будут, наверное, коротенькие видео по поводу каждого из устройств,
например, устройство выдачи предметов, там тот же торговый автомат и так далее, будет отдельный коротенький видео. Ты нажимаешь Escape, и здесь есть параметры острова. Кстати, это еще один немаловажный момент настройки карты. Нажимаешь на параметры острова, и тут миллиард просто строчек, миллиард разных настроек, которые тебе нужно изучить. Это придет не сразу, это будет со временем. Если будут вопросы, просто пиши, я буду для тебя пытаться там какой-то создать небольшой видосик, чтобы то или иное настроить. Потому что наломал я тут дров уже массу. Вот, например, название ты можешь менять здесь. Обновить фоновое изображение для лобби. Ты можешь сразу здесь сделать снимочек, например. Вот, хочу, чтобы у меня вот такое вот было фоновое изображение для лобби. Щелк. Щелк. Все, у меня изображение уже готово. Вот. Также здесь это все, что касается первой странички. Здесь также есть публикация острова или создать резервную копию. Или восстановить. Режим. И тут понеслась структура, количество игроков, как играют все против всех, или совместная игра, или это 100 человек, или это там пользовательские настройки какие-то, ты настраиваешь команды и там и все остальное. Вот. У меня все против всех сейчас будет стоять пока. Размер команды, какое распределение, динамическое или равное, то есть везде один туда, один туда, один туда, один туда, как-то там, всего сколько раундов, то есть тут куча разных настроек, тут настройки начала игры, сколько секунд до старта, сколько будет автозапускать и все остальное, очень много настроек. Сюда, конечно, лезть нужно уже, когда будет карта готова, когда ты уже будешь, или в процессе, когда тебе будет необходимость настроить что-то, например, если ты хочешь раундную, да, какую-то игру сделать или команды разделить. Вот. Раунды отдельно настраиваются еще здесь, тут ограничения по времени, тут какие-то конкретные критерии, при которых будет раунд завершаться, условия победы и все остальное. Что касается игрока, здесь тоже, опять-таки, вот разрешить помощь в прицеливании или нет, максимальное количество энергии, щита, урон такой, урон сякой, урон себе, падение, полет, спринт, все настраивается вот здесь. Здоровье, тут, опять-таки, сколько у тебя изначальное здоровье, максимум, например, да, сколько можно увеличить, тут будут киборги просто какие-то играют на карте. Вот. Либо по дефолту оставить как есть, либо уменьшить. То есть все зависит от того, какую ты цель преследуешь на этом острове. У меня есть остров The Last Hero, где, например, начальное здоровье 1. Вот. И ты там должен его восстановить в процессе. Также, вот, как видишь, тут подбор предметов, чтобы оно оставалось, выпадало, автоматический подбор и все остальное. То есть инвентарь настраивается отдельно, снаряжение отдельно настраивается. Все настроечки здесь настраиваются. Пользовательский интерфейс, здесь индикаторы, которые ты хочешь видеть, отображает ли код острова твоего, либо не отображает сверху на экране и так далее. То есть здесь все можно настроить, опять-таки, уже под себя, под свою карту. Здесь даже можно делать инверсию цветов и всего остального, то есть можно максимально адаптировать для себя все настройки этого острова. Вот, собственно, вот такой первый небольшой вводный курс. Я знаю, что наговорил, возможно, для кого-то много лишнего, друзья. Именно поэтому я вам предлагаю, чтобы вы писали в комментариях, что именно вас интересует, с какой проблемой вы, например, столкнулись на этапе создания, или вы хотите создать, с чего вы хотите начать. Там, допустим, вы начали, у вас что-то не получилось. Пишите, я буду разбирать, буду записывать видосики для вас, как ту или иную ситуацию решить, как тот или иной вопрос закрыть. Все. На этом первый вводный водяной курс заканчиваю. Первая серия, давайте назовем это так, нулевая серия, потому что это так, образно введение, мы поверхностно языком, как корова, знаете, по соляному камню прошлись, и все. Жду от вас комментарии, друзья, жду от вас предложения, вопросы, и буду записывать. Пока.